Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду работать с рогожкой. Это у меня мебельный образец. Как потом оказалось, это не натуральная, а синтетическая рогожка, потому что она немножко плавится при проглаживании. Но когда я начинала, я об этом не знала. Вот я буду вышивать, поэтому я на край пришиваю куски ткани по краям, чтобы у меня пяльцы можно было надеть эту всю конструкцию и с самого краешка начинать вышивать. На самом деле я потом поняла, что пяльцы мне только мешают вот в этой работе. И вышивать я буду нитками ирис, ну и всеми любыми нитками такого плана по толщине, которые как ирис, можно их использовать. Главное, чтобы они были вам удобны, чтобы вам приятно было ими вышивать. Ну и цвета, чтобы были разнообразные. Я выделила полоску в 6 сантиметров шириной и буду на нее нашивать самые разные лоскутки, которые у меня остались от предыдущих проектов. Но на самом деле это вот настолько малюсенькие, что я их достала вот из коробки, куда я обрезки все скидываю. Мусорные, можно сказать, затея. Я вышиваю декоративными стежками. Вот сейчас у меня тамбурный. Я буду так вот показывать, ну, постараюсь называть, конечно, эти стежки свои, ну, не мои, а декоративные. Девочки, беру самые разные ткани, вот какие обрезочки попадаются, какие я считаю, что мне вот подойдут для моего проекта, те и беру. Какие-то вот некоторые, видите, я просто вот краешек обшила, все равно я их никак не загибала, как в аппликациях делают, да, просто пришила. Если они будут немножко лохматиться, но я думаю, что это ничего страшного. Они все равно останутся на своем месте, и все будет с ними нормально. Такой стиль, мне кажется, прямо вот это стиль такой, я даже не знаю, как его назвать, босяцкий. Вот, когда, во-первых, самые маленькие лоскуточки ненужные, во-вторых, все торчит, нитки и всякое такое. Это на любителя. Мне сейчас, я думаю, что многие, не один человек напишут, и куда это, и что это, и для чего это. Потому что очень часто такие бывают комментарии, на которые даже не знаешь, как ответить. Я не знаю, кто, может быть, мне когда-то попадалась фраза, что если надо объяснять, то не надо объяснять. Не знаю, кто сказал, но, по-моему, очень умный человек сказал. Потому что действительно, если надо объяснять, то не надо объяснять. Иногда хочется вот что-то сделать такое вот необычное, порукодельничать, при этом какого-то прям вот такого проекта конкретного нет. Есть только наметочки, да, куда это может подойти потом, где это можно будет использовать. И вообще, пока не доделаешь, не знаешь, будешь ли ты это вообще в принципе потом использовать. Но на самом деле у меня есть мысли, куда вот такую штуку можно будет использовать. Я потом в конце видео вам скажу свои мысли, если вспомню их, конечно. У меня тут самые разные ткани. Тут и лен, и джинса, и крепдышин. И, ну, если бы были у меня синтетические какие-то, которые мне вот прям подошли бы, и я посчитала, что мне вот этот цвет подойдет, я бы и синтетику сюда какую-нибудь впихнула. Я думаю, что это получается такие, знаете, я планирую потом это все дело разрезать, это будет полоска, да, и я думаю, что это можно назвать сумасшедшая полоска, как вот по аналогу Crazy Quilt, но там все-таки швы закрыты, а здесь у меня просто вот на рогожку, на эту я нашиваю, как попало, ну, в каком-то хаотичном, можно сказать, порядке вот эти кусочки. Вот как в Crazy Quilt мы делаем с ленточками цветочки, я здесь просто взяла кусочек ткани, тоже он сыпется, если так вот его подергать, то нитки будут сыпаться. Но я все равно его вот так вот зашиваю, я думаю, что все равно, ну, может быть, часть какая-то ниток и вытащится оттуда, а большая часть, мне кажется, останется и будет разлохматиться, может быть, даже немножечко, и будут вот эти розочки, и ничего так смотреться в этом же стиле, в котором и вся эта заготовка. Вы знаете, я вот уже на самом деле, когда озвучиваю, я уже закончила свою эту работу, и я хочу сказать, какое я удовольствие получила вот от этих вот маленьких таких деталек, от такого вот микро-пэтчворка, можно сказать.
Вот здесь у меня из штапеля кусочек, я уголки загнула, утюгом загладила, и теперь вот просто пришиваю обычной ниткой. Мне показалось, что он сам по себе симпатичный, и тоже такой же в пастельных тонах, таких, в которых у меня вся моя заготовка, и цветочки эти там, я даже не стала там ничего вышивать. Мне показался этот кусочек сам по себе очень симпатичным. И я таких кусочков добавляла несколько вот в эту работу. Мне приятно было с такими кусочками маленькими работать. Они все малюсенькие. И со всеми мне было хорошо украшать их. Вот эту мелочь такую. Просто получила большое удовольствие во время работы. Опять же, возвращаясь к тем, кто говорит, ну зачем это, ну куда это? Ну, во-первых, вот на самом деле я получаю от этого удовольствие. Это же хобби. А как иначе? Кто-то еще пишет, ой, ну сколько же времени и ниток вы потратили. Ну, ребят, ну на самом деле на любой швейный проект тратится и время, и нитки, и при этом получается большое удовольствие от того, что занимаешься тем, что тебе нравится, от творческого процесса, от того, что ты придумываешь, а что я вот на этом кусочке сделаю, а как я его украшу, а как это будет сочетаться с другими, а как мне его повернуть, развернуть. Ну, все вот эти моменты творческие. И в результате потом получаешь просто необыкновенное удовлетворение от того, что сделал, что получилось интересно, красиво или необычно. Но что что-то ты такое своими руками, своими мозгами изобрел, сделал, и получилось из ничего, из ерунды, из мусора, из того, что все выкидывают, получилась какая-то вот неземная красота. Мне, например, очень нравится вот этот процесс. Возможно, я еще когда-нибудь займусь, вот буду делать вот такие вещи маленькие, потому что на самом деле такой медитативный процесс. Или выговорила это слово медитативный. Конечно, сюда хорошо было бы деревянные пуговички, но у меня деревянные только вот покрупнее и других цветов. А мне захотелось вот сюда добавить вот именно такие краски. Вот посмотрите, у меня по краям я всюду сделала такие припуски, чтобы при случае можно было пришить куда-то, вставить эту заготовку. А еще можно будет, допустим, вытащить вот эти ниточки и сделать такую махрушку по краям. И тогда просто сверху нашить на какую-то вещь, на сумку или на джинсовую, например, или на куртку джинсовую, ну на что-то. Или, допустим, на летнюю панамку или шляпку соломенную сделать окантовочку вокруг тульи. Тоже будет симпатично и очень стильно смотреться. Если честно, мне прям очень нравится то, что получилось. Я обязательно это буду использовать в своих дальнейших работах. Может быть, еще что-то такого плана сделаю. У меня все такое нежное получилось, светленькое. А можно сделать с такими какими-то яркими красками, что-то такое броское. Нужно попробовать еще разные варианты. Ну, вот такие вот маленькие деталечки, да, вот здесь вот французскими узелками цветочек сделан на этой ткани. Вот эти мелкие детали, маленькие кусочки ткани, пуговички, вышивка, кружева, вот это вот сочетание несочетаемого такое, вот мне прям очень понравилось, вот эта нежность такая, при этом на рогожке, на грубой ткани. Мне прямо очень нравится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.